Всем большой привет! Я рад приветствовать вас на своем канале. Друзья, сегодня хочу поделиться с вами рецептами капкейков «Красный бархат». Ну и для начала хочу поблагодарить всем моих подписчикам, всем новым подписчикам, кто неравнодушен к моему каналу, подписывает, оставляет комментарии. Давайте приступим. Для начала нам понадобится мука, какао, сахар, растительное масло без запаха, яйцо, ванильный сахар, краситель, кефир. Берите самой большой жирности, что вы найдете. И сода и разрыхлитель. Первым делом разведем в кефире краситель. У меня идет Color Red. И слишком много красителя, конечно, не берите. Тут уже смотрите по консистенции. И добавки еще, когда вы добавляете краситель, надо оставить чуть-чуть, чтобы оно более проявило свою яркость. Сухие красители не слишком много подойдут, так как вы не сможете так четко подобрать краситель, потому что сухие красители в пребывании в водной среде, немножко погодя, более меняют свой оттенок. Все, кефир с красителем оставляем в сторону. В миске просеем все сухие ингредиенты. Тут у меня идет уже мука, какао, у меня алкализированное, сода и разрыхлитель. И да, друзья, если будет вопрос, почему сода и разрыхлитель, так как у нас идет кефир, кислая среда, его нужно погасить. Соответственно, мы гасим его содой. Но для того, чтобы у нас же присутствует масляная часть, чтобы наши капкейки поднялись, нужно дополнительно ингредиент. И в этом случае у нас идет разрыхлитель. Потому что если вы добавите соду, то в конечном результате у вас в капкейках будет чувствоваться вкус соды. А тут я уже к просеянной сухой части добавил сахар. Дальше у нас идет яйцо. Немножко взболтаем. Масло растительное. Берите без запаха. Все, теперь отправляем наш кефир. Видите, она немножко постояв, уже оттенок свой более глубокий дал. Если не будет кефира, также можете взять жирное молоко и добавить немного уксуса. Также оно у вас образуется кислая среда. Теперь все это тщательно перемешиваем. У нас тут даже миксер не понадобится. Видите, какой теперь глубокий красный цвет образовался. Это вот благодаря нашему какао еще. Вот такая вот консистенция должна получиться. И для удобства я переливаю в кондитерский мешок. У меня идут капсулы с усилением. Если у вас нету таких капсул, то можете воспользоваться либо для металлическим приспособлением для капсул, либо силиконовыми капсулами. И наполняем. Смотрите тут, друзья, если вы наполовину наполняете, вот в моем случае, они у вас поднимутся шапочкой. Если вы хотите, чтобы оно у вас было ровно, то наполняйте на 1/3. Отправляем в заранее разогретую духовку на 160 градусов примерно 25-30 минут. Ну и проверяем сухой зубочисткой. У меня выпекались 25 минут. И теперь оставляем остывать. Приступим к крему. У меня будет крем-чиз. Идет творожный сыр, сахарная пудра и сливки жирностью 33%. Сперва смешаем
сахарную пудру и сыр. Немножко сначала лопаткой, чтобы пудра не разлетелась по кухне, а далее уже при помощи миксера. Как только все хорошо объединилось, добавляем сливки. И да, друзья, сливки и сыр должны быть холодные. Также немножко пройду с лопаткой. Все, и окончательно делаем при помощи миксера. Вот такая вот консистенция должна получиться. И тут смотрите, друзья, можете такое это не делать. Я просто беру часть крема, можете оставить белыми шапочки. Также разукрашиваю тем же красителем, что и сами капкейки. Повторюсь, если вы хотите, чтобы у вас были полностью белые, то этот момент можете пропустить. Все, берем мешочек и по краю размазываем, по стенкам мешочка размазываем наш крем, а серединку оставляем пустым. Ну и все, теперь в нашу серединку выкладываем белый крем. Насадка у меня тут идет 333. Шапочки мои полностью остыли. Вот так они выглядят. И вот про вот эту шапочку я говорил. Если не хотите, чтобы они у вас такие были, то можете чуть меньше. И при помощи плунжера сейчас буду снимать серединки. Также, если у вас нету плунжера, можете воспользоваться насадкой для крема. Просто плунжером более удобно. У меня есть вот такой вот вишневый джем, и буду наполнять вишневым джемом. Тут уже на ваше усмотрение. Просто красный бархат, как-то, по-моему, хорошо сочетается с вишневым конфитюром, джемом, с любым вишневым наполнителем. Все, теперь наши шапочки. И вот это количество крема достаточно для 10-12 капкейков. И сверху я украшу вот такими вот посыпками. Также можно любыми конфетками, ягодками. Тут уже на ваше усмотрение. Все, красота готова. Ну, друзья, так получились мои капкейки. Сбоку таким вот они получаются. И розовый краситель, вот я же говорил, что если не хотите, чтобы у вас были разноцветные, просто одним цветом, то момент с цветным кремом можете пропустить. И чем мне нравятся вот такие капсулы с усилением, с них очень легко вытаскиваются сами капкейки. Вот так вот выглядит уже без капсулы. Камера просто так не передает, но по факту они получаются вот прям глубоко красного цвета, прям бархатистые, как и есть бархат. Сейчас покажу, какие он получается внутри. Вот такая вот бархатная текстура получается. Все,
друзья, вот таким вот рецептом красного бархата хотел с вами поделиться. И чтобы не пропустить новое видео, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. А я вам желаю хорошего дня. До новых встреч. Всем пока.